Алоха, борода! Приветствую вас на моем канале. Сразу же подписываемся, ставим пиратские лайки, оставляем комментарии внизу видео. Сегодня та тема, которую вы дольше всего ждали. Какой же шмот мне надеть на своих героев? Отдать концы! Мы отправляемся на поиски сундуков с эпическими шмотками. Прежде чем надевать что-то на своего командира, необходимо знать, где это скрафтить и где это купить. Ссылочка сверху в описании, в прошлое видео, где я рассказываю о кузнице и о магазинах. Прежде всего, вам нужно знакомиться с этой информацией, если вы новичок в Ark of War. Сегодня я вам расскажу об основных командирах и сетах шмоток. Распределю их на 3 уровня. Первый уровень – новички. Это все игроки до 21 уровня кузницы. Они обычно являются кормом для акул. Второй уровень – салаги. Они уже плавали по морям Ark of War. Они знают, кто такие топы, они знают, кто такие новички. Это игроки с кузницей от 21 уровня до 22 уровня. Третий вид игроков – это бывалые игроки. Это прожженные моряки. В эту касту входят все игроки от 22 уровня кузницы. Также туда входят и топы. Еще раз, новички, салаги, бывалые. В игре Ark of War есть 3 классификации армии. Это пехота, мехи, авиация. В игре они, соответственно, подсвечены: пехота зеленым, мехи синим, авиация красным. Под эти специализации войск есть, соответственно, командиры. Есть пехотные командиры, есть меховские командиры, есть командиры авиации. И некоторые навыки, точнее многие навыки этих командиров, как раз заточены под эти рода войск. Начинаем наш показ мод командиров. И первыми пойдут командиры для игроков-новичков. Далее на слайдах я сделал обозначение командирам. Это значит, что их навыки соответствуют тому, что я написал. Есть направление атакующего, есть танки, есть специальные командиры. Сначала идет у нас Марука и Флеер, это командиры пехоты. Потом Кит и Кокорот, командиры мехов. Также еще дополнительно Мэри. Авиация, Жиган и Коэн. Дополнительно командир Рокет. На старте игры я советую вам выбрать примерно этих командиров. Они проверенные и уже давно ими многие игроки играют. Простите за тавтологию. Так вот, лидерство можно качать не более 3000. Ну, потому что дальше вам это не нужно будет. Также не сильно заморачивайтесь с прокачкой навыков. Мне кажется, что до 30 уровня навыков это будет прям за глаза, вам этого хватит 100%. Запомните, основная ваша задача на старте игры – это прокачивать ковчег, лабораторию. Собирайте ресурсы, материю и не будете знать горя. Следующая линейка моды – это командиры для 2 уровня игроков. Для салаг. Те игроки от 21 уровня кузницы до 22. Не забывайте, парни, что на самом деле вам нужно вытащить всех командиров по максимуму. Пехотные командиры X и Лилит. Плюс Стелла. Мехи — это живописец и Худу. Дополнительно Медуза и Начальник. У авиации это Вега и Реймон. И дополнительно, соответственно, Голем. Стелла и Реймон — это фракционные командиры. Вам необходимо вкачать фракцию Нигзы или Магивелла, ну, либо Вольтара для другого вида командиров, и тогда вы получите возможность выпускать из врат командиров Никсу, Реймона. Напоминаю, что если вам не хватает медалей для того, чтобы сделать вашего командира фракции до уровня S, то просто копите выпуски, там одиночные, либо выпуски по 10, и ждите ивента на увеличенный шанс выпуска фракционного командира.
Такой ивент бывает где-то раз в несколько месяцев. Стелла, Живописец и Вега – это командиры, которыми играют зачастую даже топы. В них, кроме Веги, можно поставить сет на проникновение, и тогда это будут грозные убийцы. Особенно Стелла. Вега же очень популярный командир, потому что Вега очень дешевый. Во-первых, его можно легко выпустить, во-вторых, ему очень легко поддерживать пробуждение, потому что ему нужны непродвинутые материалы. Ну и самое интересное в том, что у Веги есть классный навык распад, который действует как 100% проникновения и плюс 20% дополнительного урона на 60 уровне. И последний эшелон модников — это у нас бывалые. Это топ-командиры, которыми пользуются игроки от 22-й кузницы в основном и, соответственно, все наши топы. Вы, конечно же, можете использовать этих командиров, если вам довелось вытащить их до 22 уровня кузницы. Но вам придется немного поиграть для того, чтобы понять механику и скиллы этих командиров. Итак, на подиум выходят. Ну и, конечно же, начинаем с пехоты. Это Губериан и Джилли. Потом идет Огненный Спрайт, новый командир, совершенно новый. У мехов это, конечно же, Эльфийка и Кинг. Дополнительно это Хэнкок и Волчица, тоже достаточно новый командир. Авиация, Ороти и Блэк. Следующими у нас идет Роджерс и Райнхард. Ну и, конечно же, куда же без Драконихи. Вот так выглядят командиры, которыми стоит играть на разных уровнях прокачки. Соответственно, это лично мой список. Если у вас есть другие мнения, пожелания, то пишите комментарии внизу этого видео. И также не забывайте подписываться на группу ВКонтакте и в Телеграме. Там у нас идет, как обычно, живое общение. Ну что же, теперь мы подошли к вариантам шмоток. Давайте же посмотрим, на кого, в каких случаях надевать какие шмотки. Погнали. Первыми идут у нас новички. И здесь я даже не советую вам упарываться в какую-то классификацию игры типа там атакера либо танка. Если честно, у вас это даже не получится и даже не надо стараться. Вы только себе будете забивать голову. Поэтому просто перетерпите этот уровень, сделайте 21-ю кузницу и дальше будет круто. Так, я сейчас тут подвинусь, чтобы вы могли вот здесь вот видеть. Итак, начнем с пехоты. Сразу же говорю, обращайте внимание на сваренный процент. Он может быть разным. И, соответственно, стремитесь к топу. Что для пехоты, для новичков? В голову. Туда можно вставлять шмотки только с уровня А класса для командира. Итак, это Талама Сигнал 3, либо Талама Сигнал 10. Пушки. Вторую пушку можно вставлять, когда командир достиг класса Б хотя бы. Для пушек это у нас Мангуста 2 штуки. В тело идет Хамелеон. И в ноги удар молнии. Для мехов в голову Талама Сигналы 3 и 7. В пушке Убийца драконов 2 штуки. Тело Ящер или Хамелеон. Ноги удар молнии. Для авиации в голову Талама Сигнал 4, 7, 8 или 10. В пушке 2 грома. Там максимальная атака. Вам больше по факту ничего не нужно. В тело Ящер или Хамелеон. Ноги, удар молнии. Далее у нас идет второй тип игроков, это салаги. Ребята с кузницей от 21 уровня. На этом варианте уже открывается большое поле для разнообразных шмоток. Соответственно, вы можете определить для себя стиль игры. Вы будете либо атакующим командиром, либо танком. Что, давайте посмотрим. Я предлагаю сначала смотреть пехоту как атаку. Даже на уровне салаги пехоты практически не играют в танке. Потому что у пехоты очень мало хп, очень мало защиты. И они просто стеклянные, убиваются просто вот так вот на раз. Поэтому для пехоты, для салаг будем рассматривать только атакующие сеты. Вы можете сами варьировать шмотками в зависимости от навыков командиров. Поэтому внимательно смотрите на навыки, читайте описание. Если что-то не понимаете, пишите в группу, пишите в комментарии под это видео. Итак, в голову обычно ставят либо глаз пустоты, либо шлем разорителя. В пушке апокалипторы, титаны, скайуокер плюс апокалиптор, либо скайуокер плюс титан. В зависимости от того, что вы выбрали там в ивент, либо в магазине купили, либо скрафтили. В тело ставят обычно тень, либо черный рыцарь, либо амбицию, либо пустоту.
Соответственно, черный рыцарь нужен для подавления маленьких тиров, пустота для того, чтобы противостоять СВЕ, сниженной силе. Ну, сет ушей. И в ноги ставят либо Никсу, Призрак, Оверлорд, Атака, Магивел. Соответственно, Никса дает больше уклона, Оверлорд дает крит и атаку. Штаны атака классные, у них есть и ХП, и крит урон, которого обычно пехоте не хватает, когда проходит крит. Магивел это что-то ультимативное для критической атаки. Но я лично предпочитаю штаны атака. Следующий класс войск это мехи. Рассмотрим и атакующих, и танков. Мехи это в принципе самый сбалансированный класс армии в игре. Соответственно, в голову при атаке ставят шлем разорителя, в пушке апокалипторы либо титаны, в тело ставят тень, черный рыцарь, неуязвимый, шура. Тут выбирайте сами, какой вам нужен эффект больше. Ноги призрак, оверлорд, атака либо магивел. Мехи танки. В голову ставят валькирию либо шепот природы. В пушке апокалипторы, титаны, либо вечный барьер плюс титан. Либо, если вам повезло, вы выцарапали вечную ночь, либо 2 вечных ночи, либо вечная ночь плюс титан, либо вечная ночь плюс вечный барьер. В тело ставят тень, неуязвимый, шура, тиран. Ну и в ноги, соответственно, производство, бесстрашный, призрак, атака. Идея танка в том, чтобы выдерживать огромное количество урона, поэтому вам нужно много хп, много защиты. Если вы взяли, например, шмотку что-то типа бесстрашный, то там есть еще снижение критической атаки. Какую-то дичь я несу. То там есть снижение урона, что в принципе уже неплохо. Следующий класс войск – авиация. Почему-то раньше считали, что авиация это род войск для топов. Но, как мы с вами уже многие знаем, что сейчас нету топ-класса, нету топ-командира. Сейчас заточка идет под шмотки, поэтому, народ, делайте шмотки. Итак, авиация в атаке. Что надевать? В голову шлем разорителя, пушки, апокалипторы, либо титаны. В тело тень, черный рыцарь, создатель, шура. В ноги оверлорд, атака, магивел. В принципе, не так сложно. Сеты для атакеров очень похожи. Авиация танки. Значит, у нас идет в голову валькирия, в пушке апокалипторы, титаны, вечные барьеры, реинкарнация, 2 штуки, либо реинкарнация плюс титан, либо реинкарнация плюс вечный барьер. В тело тень, тиран, создатель, черный рыцарь, шура. В ноги производство, бесстрашный, призрак, либо атака. Опять же, тело, ноги выбираете для того эффекта, который вам нужен. Либо там сниженное сопротивление против сета ушей, либо черного рыцаря с подавлением. Ну что же, парни, переходим к третьей стадии игроков, это бывалые и топы. Соответственно, в шмотках для такого уровня игры практически нету, так сказать, классификации под род войск. Там определенно под пехов, либо под мехов, либо под авиацию. Соответственно, я расскажу про 2 самых стандартных набора шмоток. Это под атаку, либо под танка. Шмотки под атаку. В голову Тань-Лань, шлем разорителя, либо Фомалегаут. Пока что еще никто не знает, как его достать. Пушки у нас идут титаны, подзюны, ласточки. В тело, как броник, Антарес, Амбиция, Шура, Тень, либо Мигрец. Тоже никто не знает, как его достать. В ноги либо Дух Огня, либо Оверлорд, либо многие даже используют Атака, потому что там хороший баланс ХП и критического урона. Что используют для танков? В голову обычно ставят Валькирию, Тань-Лань, Метеор, Удачное завязывание, Красный зрачок, Святой Граль. То есть реально в голову можно выбрать разные шмотки. Чаще всего ставят, конечно, Валькирию, потому что там просто дикий процент ХП. Но вот стал замечать, что некоторые ставят для командиров, которые играют от своих навыков, еще Удачное завязывание. В пушке что ставят? Щит для штурма, потому что там огромное количество ХП и атаки, а еще и защита есть. Для мехов ставят Вечную ночь,
для пехоты ставят еще истину. В тело, соответственно, ставят Антарес, Амбицию, либо Мигрец, да, который непонятно когда появится. Что в ноги ставят? Бесстрашный, Бетельгейзе, Призрака, либо Регул. Ждем появления и выхода. В нашей игре есть еще такие специальные сеты, которые по сути подойдут любому виду войск. Не забывайте, что эффекты камней и созвездий нужно подбирать под определенный класс войск. И первый такой сет — это проникновение. В проникновении я вам расскажу две сборки. Для дрыщей и блэка. И для топ-атакеров, скажем, для донатеров. Итак, первый вид. В голову ставят обычно дьявола потрогать, плюс 45 уровня. Две пушки дикие розы 45 и 40 уровня, ну, чтобы вы понимали, да. В тело, в принципе, ставят что угодно, в зависимости от того, какой вам эффект нужен. В ноги ставят либо там бесстрашный, атака, призрак, либо магивел. Кто-то еще ставит дух огня, ну, опять же, что вам конкретно нужно. И проникновение для топ-атакеров. В голову ставят дьявола потрогать или Танилань, опять же, от 45 уровня. Пушки — это два подзюна 40 и 45 уровня. Либо Падзюн и Ласточка, либо вот скоро выйдет Альдебаран. Опять же, да, 45-40 уровень, там, на две шмотки. Тело что угодно, в ноги ставят либо Бетельгейзе, Бесстрашный, либо Регул, когда выйдет. В игре есть еще так называемый сет ушей, сниженная сила. По-другому мы ее называем СВЕ. Соответственно, если у вас есть какой-нибудь пятый ненужный командир, которому вы ходите на шахты, вы не всегда меняете сет ушей во время галактики, либо там боев за столицы на каких-то определенно важных командиров. Ну, некоторые ставят сет ушей на Хэнкоков, потому что они неплохо себя показывают. Вот, то, в принципе, можно собрать двух командиров, которые я вам советую. Соответственно, я вам советую ставить Кракена, либо Гривуса. Кракен для мехов, Гривус для авиации. Почему эти два командира? Потому что у них два навыка основных работают на любой род войск. Это очень важно. А важно это тем, что когда вы играете с сетом ушей, вам необходимо чередовать войска. То мехов, то авиацию, то пехоту. И все это будет в одной пачке. И когда вы такой солянкой сборной идете против противника, то два навыка на самом деле работают на любые роды войск, как я уже сказал. И, соответственно, у Гривуса в основном это там какое-то лечение и защита, а у Кракена все заточено под атаку. Поэтому я больше советую играть Кракеном. И следующий командир у нас Плазма. Соответственно, Плазма — это камикадзе. Основная фишка Плазмы — это через свою смерть наносить большой дамаг противнику. Плазму можно собирать по-разному. Кто-то упарывается в ХП, кто-то упарывается в защиту. Но уже давно все заметили, что если против тебя выходит противник с большим количеством защиты, то твою плазму нужно собирать больше в атаку. И если, например, против тебя выходит пехота, где обычно мало защиты, да, и там сниженного урона, то лучше всего собирать в ХП. Но, опять же, здесь зависит не от вашей сборки, как вы соберете плазму, а конкретно от вашего противника. Лучше всего соблюдать баланс атаки и ХП, примерно как 65 атаки к 35 ХП. Это такой усредненный числа. Кто-то ставит 70 на 30. Ну и также не забывайте, когда вы играете плазмой на маленьких тирах, что у противника есть подавление и можно как бы потерять армию впустую. Поэтому внимательнее смотрите на шмотки противника. И заключающий этап на сегодняшнее видео — это буллет и скала. Давайте же посмотрим, что нужно надевать на этих командиров. Соответственно, это все на точность. Здесь вы можете видеть несколько вариантов сборок на точность. Как в голову, так в пушке и также в ноги. Это самые распространенные сеты на скалу и буллета. Потому что им, кроме точности, по сути, больше-то ничего и не нужно. Что же, пираты, это был, надеюсь, короткий обзор на очень обширную тему. Соответственно, если вам что-то интересно, вам нужно рассказать про тот или иной показатель, либо про ту или иную шмотку,
Пишите свои комментарии, ставьте пиратские лайки. Не забываем подписываться. Можно еще нажать на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о том, что есть новое какое-то видео у меня на канале. И, соответственно, всем попутного ветра, и чтобы всякие моллюски вас не доставали. Алоха, пираты!